Друзья, всем привет, Капу микрофона. В этом коротком видео мы поговорим о новом девлоге разработчиков игры Stone Shard, посвященному скоро выхода апдейта Equipment Update номер 2, в котором говорится о новых механиках, свежевании и новых ловушках. Ну, свежевание, в принципе-то уже было давно в игре, а только было реализовано крайне просто и топорно, и примитивно. Вам после убийства мобов с шансом выпадала или не выпадала шкурка. Очень просто все. Теперь же для того, чтобы снять мясо или шкуру с животного, вам нужно будет обязательно иметь в инвентаре какое-то режущее оружие, будь то топорик, меч или, может быть, нож какой-то даже. И только тогда с шансом 100% пока что временно вы сможете снимать шкуры. В дальнейшем этот скилл будет реализован в виде отдельного навыка, который, может быть, необходимо будет прокачивать, и шансом вы сможете снимать шкурки. Плюс на шанс снятия шкуры будет влиять тот тип урона, которым было убито животное. Если это был колющий урон, то шанс снятия шкуры животного будет гораздо выше. Если же был какой-нибудь рубящий урон, то, сами понимаете, шанс будет почти нулевой, ибо шкурка животного закономерно будет портиться. Далее идем. Что интересного пишут по поводу пиромантии. Пиромантия закономерно будет портить шкуру точно так же, как и даже будет, наверное, хуже портить шкуры, чем обычные колющие, режущие удары, режущие, точнее, рубящие. Вот, поэтому лучше пиромантия, по крайней мере, не добывать животное. Но то, сами знаете, мясо сгорит. Хотя, знаете, возможно, будет жареное мясо. Об этом говорят разработчики, что мясо вроде как приготовится, но это не точно, потому что нужно будет смотреть, как это будет выглядеть в конце концов. Написано еще интересный момент, что если преимущественно будет обладать отравляющий или проклятый урон, то мясо, скорее всего, будет испорчено после разделывания туши животного. Имейте это в виду. Далее, по поводу механик ловушек. Появятся две новые ловушки, как минимум две новые ловушки для данжей, которые связаны с ножевыми плитами, которых раньше не было в игре. Первый тип ловушки — это огненная ловушка, собственно говоря, наносит очень большой огненный урон, поджигает вас с шансом на некоторое количество ходов. Ну, собственно говоря, поджигание, горение мы уже знаем, как работает. Будет интересно, как часто будем попадать в эти ловушки в данжах. Новая, очень, как мне кажется, крутая идейка пришла в голову разработчикам. Это дымовая ловушка, нажимная плита с дымовой ловушкой. Очень большой радиус, и избежать ее довольно проблематично, особенно если вы будете не пользоваться обнаружением ловушек, а вы, скорее всего, им не пользуетесь, я так подозреваю. Ленивые жопы, такие же, как и я. Хотя не все, конечно же, за всех говорить не могу ни в коем случае. Но смотрится очень здорово. Мне кажется, можно будет тем самым не только себя травить, можно будет еще пытаться травить каким-то образом большие толпы врагов, и это может быть очень выгодно использовать в данжах. Крутая тема, очень жду, на самом деле, крутая, прям совсем крутая. Помимо всего прочего, появятся новые ловушки, точнее как новые ловушки. Ловушки теперь можно будет обезвреживать. Нашли капкан в лесу, обезвредили, сняли, положили в инвентарь. Пришли в данж, поставили в данже его, заманили туда глупенького врага и напинали его просто за это. Классная тема, плюс ко всему, помимо капканов, в вашем распоряжении разработчики заявляют еще и новый тип совершенно ловушек, которого раньше не было в игре, который называется рогульки. Рогульки — это вот такая вот штука непонятная, какие-то звездочки. Я не верю, что это такое на самом деле. Это что-то мелкое, колющее. Короче говоря, мелкие шипы. Это, знаете, как арбузики. Вот были травинки такие, арбузики треугольные, шипастые. Вот что-то вроде этого. Видимо, колющий урон носится, но я смотрю по гифке очень-очень мало, поэтому будет ли какой-то толк? Вопрос хороший. Возможно, выстраивать его в линию, в длинную, где-нибудь в проходе, будет очень выгодным решением. Разбрасывать так, как показано на гифке, но не самый лучший способ, как мне кажется. Ладно, едем дальше. Появится плюс ко всему сети, наконец-таки сети появятся в нашем распоряжении. Теперь можно будет бесячих врагов или врагов, которые идут на вас целой толпой, как-то делить при помощи сетки. Можно будет одного чувака кинуть в сеть и разбираться с его товарищами временно. Крутая тема. Я думаю, у нас руки теперь просто развязаны, ходить в толпы врагов, урезать станет еще проще. На самом деле, крутая тема, очень крутая тема. Далее, появится плюс ко всему, как в качестве бонуса, дымовые шашки. Если вас раньше бесили лучники, забудьте про это. Теперь в вашем распоряжении будут дымовые шашки. Дымовые шашки позволят вам испортить, как минимум, очень сильно жизнь лучникам, потому что дымовые шашки
снижает обзор лучникам, соответственно, и вызывает у них, как здесь написано, кашель. Чтобы давать кашель, не всем понятно, судя по всему, будет снижать, видимо, точность и, возможно, дальность стрельбы лучников. Пока не точно, конкретной информации здесь не видно, так что будем ждать апдейта, будем ждать деталей дополнительных и смотреть на то, как все это будет выглядеть. На самом деле, тема вот с ловушками, тема с тем, что может будет применить ловушки, она заявлялась уже довольно давно. Но то, что она выйдет именно в этом патче, это прям очень приятный бонус, знаете ли. Жду, надеюсь и верю, что в этом патче будет очень много крутого, интересного, так что обязательно поиграем еще в эту игру. Вот, и на этом, господа, все, собственно говоря. Больше новостей пока по Stone Shard у нас нет. Оставайтесь подписаны на канал, следите за новостями и приходите на стримы, господа. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч и пока-пока, господа.